В Харькове есть множество красивых мест для прогулки. Парки, скверы, площади. Лишь малая часть всего, где можно спокойно, без лишнего шума, пройтись вечером одному или же с друзьями. Но все они выглядят достаточно стандартно и не удивляют абсолютно ничем. Стандартные лавочки, фонтаны и чистое пространство уже никого не удивляют. А людям бывает хочется чего-то большего. Не просто прогулка в парке, а прогулка с интересом. Что ж, тогда на помощь приходит площадь архитекторов. Но что в ней такого особенного? Давайте разбираться. Данную площадь открыли в далекие 1990-е годы. Это произошло сразу после открытия одной из станций Харьковского метрополитена имени архитектора Бекетова. В 2003 году здесь местными властями установили скульптуру влюбленным. Эта скульптура изображает собой парня и девушку в момент поцелуя и, как можно уже понять из названия, олицетворяет любовь. Скульптура часто подвергалась актам вандализма, поэтому тогда было принято решение возвести вокруг памятника фонтан. Все с того момента осталось неизменным, поэтому, приходя сюда, можно также наслаждаться и данным фонтаном. От себя хочу сказать, что площадь архитекторов – одно из самых интересных мест во всем Харькове, которое уж точно необходимо посетить всем любителям архитектуры. Но лучше, конечно, это сделать в спокойное, мирное время. История памятника влюбленным началась еще во времена губернаторства Евгения Кушнарева. Идея создать столь необычный памятник пришла в голову бывшему губернатору на встрече с учениками архитектурных факультетов. Вскоре начался конкурс на эскиз идеи данного памятника. Когда же наконец идея была одобрена, скульптуру сначала установили на площади Свободы в 2002 году, на открытие пригласили студентов, молодежь и всех влюбленных. Но вскоре памятник переместили в сквер, на улицу Григория Сковороды, на то время Пушкинскую, ссылаясь на то, что это одно из самых любимых мест отдыха молодежи. Повторное открытие состоялось весной 2003 года, и с тех пор сквер, в котором он был установлен, стал еще более популярен среди горожан и приезжих. Обе фигуры были исписаны чаще всего надписями и рисунками влюбленных пар, и после этого, как я уже сказал, вокруг скульптуры установили фонтан. Еще одной изюминкой площади архитекторов являются макеты «Семи чудес Харькова», которые были изготовлены из белого мрамора и помещены под бронированное стекло. На них точно стоит взглянуть перед тем, как идти и осматривать оригинальные издания этих макетов. Так человек будет иметь понимание, где именно из всего этого многообразия старинных зданий находится нужное. Здесь представлены макеты, знакомые всем горожанам. Памятник Шевченко, Зеркальная струя, Газпром, дом со шпилем, а также три храма – Покровский, Успенский и Благовещенский. А вот чтобы поближе рассмотреть эти исторические памятники, давайте немного прогуляемся по центральной части города и узнаем коротко историю этих достопримечательностей. Все харьковчане знают, что памятник Тарасу Шевченко, установленный в нашем городе, признан одной из лучших версий монумента поэту среди всех существующих в мире. Идея памятника принадлежала скульптору Матвею Манезеру. Власти того времени планировали поместить его монумент на территории нынешней площади Конституции. Однако эту идею отвергли в связи с малой площадью, недостаточной для обозрения большого монумента. Поэтому было решено поместить его на входе в городской сад в самом центре города. Торжественное открытие памятника состоялось 24 мая 1935 года и было приурочено к празднованию 120 лет со дня рождения великого поэта. Памятник Шевченко в Харькове имеет высоту 16,5 метров, а общая его масса составляет 30 тонн. Вокруг памятника по спирали разместилось 16 фигур, являющихся символом украинского народа,
который борется за свою свободу. Некоторые из них были изготовлены по подобию персонажей поэта. Еще один макет, представленный на площади архитекторов, это знаменитая зеркальная струя. Она была построена в 1947 году. На месте нынешнего сквера с фонтаном первоначально было городское кладбище. Потом на нем в 1701 году построили деревянную мироносецкую церковь, а затем выстроили каменный храм. А потом власти долго думали, что же можно построить на этом месте. После того, как в 1930 году церковь разрушили, здесь было устроено троллейбусное депо под открытым небом. Ну а позже в результате обсуждения было решено соорудить на этом месте фонтан-беседку. Так был заложен сквер, затем здесь поставили беседку. Я умышленно избегаю подробного рассказа о зеркальной струе в Харькове, так как на канале есть большое видео с историей возникновения данной достопримечательности, а посмотреть сможете, пройдя по ссылке в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Госпром. Еще одна достопримечательность Харькова, представленная в наборе 7 чудес Харькова на площади архитекторов. Дом государственной промышленности был спроектирован для паевого товарищества строительства и эксплуатации домов государственной промышленности в городе Харькове. Конкурс проектов был объявлен 5 мая 1925 года. Строительством здания на протяжении 3 лет руководил харьковчанин, инженер мирового масштаба Павел Ротард. Работы велись вручную, невероятных размеров котлован был выкопан лопатами. Рабочие трудились круглосуточно, в 3 смены, имея под рукой лишь телеги, носилки, лопаты и топоры. В период Второй мировой войны здание уцелело благодаря монолитным железобетонным конструкциям. Сейчас здание Госпрома намерены внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО. О Госпроме также есть большое развернутое видео с историей. Посмотреть можете, пройдя по ссылке в описании к видео, которое сейчас смотрите. Следующая достопримечательность в наборе 7 чудес Харькова – дом со шпилем. Это неофициальное название жилого дома, который расположен в самом центре Харькова. В 1950 году на площади Конституции Харьковский турбинный завод начал строительство жилого дома для своих сотрудников. Проект дома со шпилем разработал архитектор Орешкин. В 1954 году было завершено строительство главной 7-этажной части дома с 11-этажной башней, венчающейся шпилем. А в 1967 году закончили строительство 9-этажного крыла дома, в котором разместили почтовое отделение. В свое время дом со шпилем имел еще одно народное название – «Книжный мир», по одноименному магазину, занимавшему в 1950-е и 1990-е годы первые этажи дома на площади Конституции. Покровский собор. Самое старинное здание города Харькова, сохранившееся до сегодняшних дней. Покровский храм построили харьковские казаки в честь своей небесной покровительницы в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы в 1689 году. Более подробная информация про Покровский собор есть в отдельном видео на канале, ссылка в описании к видео, которое сейчас смотрите. Еще одна достопримечательность – макет, который есть на площади архитекторов – Успенский собор. Он был построен в середине 17 века из дерева. Здание было маленьким и бедным. Непрактичное деревянное сооружение не простояло и половины века. Уже в 1687 году рядом с ним был выстроен новый храм из камня. В 70-х годах 19 века его решили разобрать, чтобы возвести новый. Строительство собора продолжалось 12 лет и было завершено в июне 1783 года. С 1821 по 1841 годы велось строительство соборной колокольни, высота башни почти 90 метров. Благовещенский собор. Первая церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы в Харькове была заложена около 1655 года.
Деревянный храм был выполнен в классическом образе в украинских трехкупольных формах с отдельно стоящей деревянной рубленой колокольней. В 1789 году был заложен новый каменный однокупольный Благовещенский собор в стиле раннего классицизма по проекту Ярославского. В 1887 году состоялось крупное собрание прихожан, на котором единодушно принято решение о строительстве нового храма. Церковь была окончена и освящена в 1901 году. Тогда же снесен старый храм. В советские годы, начиная с 1923 по 1943 года, было несколько попыток закрытия. Но после освобождения Харькова храм стал работать в привычном режиме и проводить церковные службы для прихожан. В 2007 году была озвучена идея разместить на площади архитекторов копии 7 чудес Харькова. Было проведено интернет-голосование, в результате которого и победили Госпром, Зеркальная струя, Покровский собор, Благовещенский собор, Успенский собор, Дом со шпилем и памятник Шевченко. Их копии обещали установить ко дню города 23 августа 2009 года. Изготовление заказали Китаю, но китайские изделия не удовлетворили чиновников качеством, поэтому к обещанной дате установили только копию памятника Шевченко, переработанную украинскими мастерами. Также была проведена перепланировка самой площади. Иначе провели аллеи, поменяли полностью плитку. Копия Успенского собора была установлена 14 октября 2009 года, 16 ноября была установлена копия Благовещенского собора, 26 ноября установили копии Дома со шпилем и Зеркальной струи, а копии Госпрома и Покровского собора были установлены только 19 августа 2010 года. Кстати, здесь, на площади архитекторов, родилась новая мода. Уменьшенные модели культовых достопримечательностей Харькова начали буквально заваливать деньгами. Причем в самом прямом смысле. Люди просовывали различные купюры внутрь стеклянной коробки. Причем люди были избирательны. Купюры кидали исключительно около модели Госпрома и Благовещенского собора. Была даже купюра в $100, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это всего лишь образец. К слову, деньги оттуда весьма сложно достать. Для этого нужно убрать хотя бы одну из стеклянных стен, а это дело непростое. Также на площади находится Харьковский дом ученых, который был построен в 1900 году по проекту очень известного не только во всем Харькове архитектора Алексея Бекетова. Люди высказывают лишь положительные отзывы о площади архитекторов. Абсолютно всем нравится идея рассмотреть любимые повседневные здания в миниатюрной форме. Площадь архитекторов в Харькове является самой современной и интересной вещью во всем городе. Она показывает, что харьковчане уважают историю своего города, а также показывает, как они воспринимают памятники архитектуры. Можно даже сказать, что площадь архитекторов – это краткое, но очень интересное знакомство с величественным и историческим городом Харьковом.